Ну что, мы, короче, снова едем. Прокси везет на сей раз группу Paxman, с которыми у нас есть коллаб. Называется «Фитнес», который вышел на Nightbase не так давно. Ну или, может быть, на момент просмотра этого видео будет уже давно. Ну, короче, не важно. В общем, здорово, ребята. Это Паха, это Илюха. Все по-нашему, по-свойски. Первый вопрос, как всегда, по традиции. Мне всегда интересно, ну, что он означает для каждого, да, и какой ответ у каждого музыканта. Музыканты все разные. В общем, что для вас музыка? Что это такое в вашем понимании? Как вы это чувствуете? Как вы это, как вы этим живете? То есть вот такой вопрос. Для меня, я вообще считаю, что музыкант — это национальность, а музыка — это религия. И делаю выводы такие из того, что пережил сам в любой точке мира. Всегда маломальски занимающийся музыкой человек, всегда встретив такого же, помогает, и открывается совершенно другой мир. Я не знаю, другого рода деятельности, который так бы объединял людей. То есть это средство объединения, да? Или как? Это, да, средство объединения, средство коммуникации, способность передавать свои чувства, эмоции. И как-то объединяться людям, я не знаю, что, опять же... Ну, а религия, вот это ты сказал, что это национальность, да? Как бы религия, да. То есть это как отдельная национальность, да? Да, я считаю, что да. Ага. То есть музыкант музыканту брат, чтобы он не играл, и это очевидно в любой точке мира так происходит. То есть если я индус, а ты грек, то есть да, мы как бы все равно объединяемся музыкой. Мы точно друг другу будем интересны. То есть брат и брат, да? Да, даже если мы не сможем общаться как-то на одном языке, то музыка нам, соответственно, сможет заменить. Понял. Это. Паха, а у тебя что? Блин, очень рядом, но для меня, если про людей вообще говорить, то это образ жизни. То есть конкретно для меня музыка — это одиночество. Но в плане, что каждый одинок со своими нотами наедине. И рожает как бы вот тот внутренний мир, доносит через ноты до людей что-то понятное. Ну, какую-то создает атмосферу, энергетику. И когда мы находимся наедине с собой, вот у нас можно отнять вообще все, что угодно. Работу, семью, деньги, положение в обществе. Всю хуйню вообще можно отнять, но нельзя отнять одиночество. А музыка — это одиночество, потому что всегда с тобой в голове и внутри останется твоя музыка. То есть, короче, ты как бы живешь в этом образе жизни, он всегда с тобой, и люди, которые в это заходят по-настоящему, они по-другому не могут. Ну, уже все, это уже, не вернуть там, не стать там электриком, не стать каким-то клерком, офисным рабочим, там, то есть... фарш не провернуть назад. Да, то есть все, как бы ты попал, ты встрял конкретно, и ты занимаешься и хочешь заниматься только этим, потому что вот это вот состояние тебя не отпускает. Ну, вот, наверное, так. Одиночество и образ жизни. Хотел бы добавить, что мне кажется, что еще и лекарством тоже является от одиночества музыка при этом. Да, всем, как это странно. Да. Ну, многие сходят с ума в одиночестве, но когда у человека есть музыка, то он с ума не сойдет. Ну да. Но, грубо говоря, это как бы как твой друг, да? Да, это по жизни. То есть, это в общем, ты сам. В общем, если ты одинок, у тебя есть друг музыка, да? А если ты как бы наоборот не одинок, то музыка сделает тебя одиноким. Вообще, с чего все началось? Вообще, скажем так, Paxman у нас проект новый, да? Но все вы в музыке довольно-таки давно, и, наверное, дольше, чем я в этой музыке. В общем, с чего все началось? Вот путь, начало пути вот каждого из вас. И было бы здорово услышать, как вы пришли вот так вот раз и вместе стали, да, объединились, то есть. Мой путь начался со школьной дискотеки, когда алкоголик Роман решил пойти трахать телок и бухать и поставил меня за пульт крутить кассеты. Ага. Показал. То есть ты был диджеем? Да, где были медляки, показал, где хиты, иностранные, не иностранные. Так начался мой путь в музыку, но он очень быстро трансформировался в желание создавать
музыку руками. Если ты, может, помнишь, у нас с тобой были когда-то такие жаркие споры на тему скретча, потолок диджеинга или музыки и прочее. И вот меня всегда привлекало создание чего-то сверх того, что просто играть два трека. Это вот как бы, мой путь вот так меня привел от шага диджея к продюсеру. Ну, а началось все именно вот в том клубе вообще. Какой ты год был? 93-й, 4-й. То есть это сразу после перестройки в России, да? Да. А как тогда выглядели вообще дискотеки? Как вообще выглядело вот это музыкальное восприятие? Как люди, какие были люди? Они были на самом деле интересные, потому что они были открыты, им было срать на бренды. То есть они были просто люди из Советского Союза, у которых не было ни хера, и они хотели слушать музон, искали новый музон. Его было мало тогда, доставать его было сложно. Все приходили в клуб для того, чтобы услышать вот этот самый музон и вот это ощущение, когда ты подходишь в клуб и ты туда попадаешь, у тебя открывается целый мир. И вот хотелось донести этот музон, и уже в 95-6 году для меня четко разделились дискотеки на два класса. На одних играли медляки, русские песни, на других нет. То есть, и я быстро перешел во второй, потому что мне было больше интересно создавать для людей эмоции посредством не простого подхода, а музла, которая будет ритмически и музыкально действовать на психику, там, психологию, заставлять людей танцевать, как африканские барабаны у костра. Они же никому не известны, но все под них почему-то танцуют. Ну да. Ну то есть людям как бы все-таки надо, да, как бы. Да, но было проще. То есть было просто, люди были простые, музыку доставать было сложнее, и ценность ее на тот момент в плане, когда ты ее достаешь и даешь ее людям, была выше немножечко, то есть в большом количестве, в малом. Сейчас это как бы слишком много. То есть больше уважали, да? Да. Так, окей, а вот что было дальше? Вот ты встал за пульт, и вот это было твое начало пути, да? Что происходило дальше? Как тебя жизнь помотала? Дальше жизнь помотала, пришлось научиться строить клубы. Сначала я стал арт-директором, потом, так как я не бухал, не жрал наркотиков никогда, у меня была история, что я всматривался, как устроен клубный бизнес, и мне было интересно создавать, брать, скажем, плюсы, выкидывать минусы. Я начал строить клубы. То есть была целая история, когда было построено несколько клубов, в том числе и свой собственный. И после того, как уже построил свой собственный клуб, это была тогда голубая мечта любого практически диджея иметь свой клуб. Клуб был успешный, и, по идее, все было пережито. Вот после этого меня затянуло во Вьетнам. На основе каких-то собственных проектов меня позвали строить клуб там, и я прожил 3 года в Азии, где и познакомился как раз с Илюхой. И вот в тот самый момент, на самом деле, Илюхина жена пришла устраивать Илюху на работу. Даже так? Да. Потому что я был... На работу в клуб? Я был арт-директором большого парка во Вьетнаме, в городе Ничанг. И там как раз был клуб, который мы построили. Вот я не помню, даже он уже начался. По-моему, он уже начался, да, Илюх? Клуб уже был или не был еще? Клуб уже был. Но только, наверное, открылся еще. И как бы Илюха стал работать у нас. А так как мы поняли, что Илья занимается музыкой, в тот момент я как раз был в процессе создания студии там, мы поняли, что надо делать какой-то проект. Так, Илюха, а у тебя какая версия? Он тоже вот с начала пути? С самого начала пути? Да. Первое, что я помню, это детский сад. Был бог. 2 большие такие огромные тарелки. Тарелки металлические такие, вот как на барабанах. То есть вот этот, который... Да, им били друг от друга, и я помню, что я стою, мне доверили делать это, и куча бабушек, дедушек, мам, все, значит, какой-то праздник, и я с восторгом, то есть я понимаю, что сейчас я ударю, и будет какое-то действие, да, и действительно так и произошло, я ударил, и это вызвало такой восторг. У тебя? У людей. У людей. Да, что... И это очень со мной... то есть мне это понравилось. Это было по-настоящему круто и весело. Вот. И каждый раз, когда я ударил, там раза 4, наверное. Я понял, короче, что это моя тема, да, что вот так вот... Квадрат. Вот так жить мне нравится. И, собственно, вот с тех пор мне
нравилось играть на барабанах, я стучал по подушкам там. А это было потом в какой-то музыкальной школе или просто? Нет, просто дома под магнитофон, под какие-то там Дитер Болин, Амба или что там было у родителей. Ага. Вот, я брал какую-то подушку, какие-то палки, я не знаю, что там было, уже не помню. И Так. что-то там стучал. Вот, поскольку родители были тоже музыкантами, мне там папа показал, как это примерно делается, чтобы, ну, видимо, чтобы я тоже пыль там сильно не вытрясал из подушки при этом. Ага. Вот, ну и потом, через какое-то время я понял, что музыка — это единственное интересное из того, что я вижу вокруг. Как занятие, да? Да, ну и потом половое созревание. Ага. Я понял, что гитара — это интересная вещь. Можно проникнуть в сердце девушки. Вот, через такое вот как бы... Через серенаду. Через, да, вот это все через ДДТ. Ты взял Вот. в руки гитару Да, взял в руки гитару. акустическую. Акустическую, да, ленинградскую, по-моему. Так. Где-то она лежала у друга там на шкафу. Мы как-то ее настроили. Так. Вот, и параллельно с этим подключили магнитофон электроника с микрофоном. И нам очень нравилось изображать на то, тогда была передача «Музабосс». Ой, я помню такое. Вот, да. И там была, ну, вот он нес всякую чушь, как мне казалось, и мы тоже несли чушь. А потом в итоге даже подключились к телефону и стали звонить людям и что-то даже такое там интервьюировать, Ага. какие-то делать розыгрыши и прочее. Записывать все это на кассету. Вот. Это вызывало дикий восторг. Вот. А со временем все это переросло в то, что я просто увлекся гитарой и стал заниматься. Вот. И очень хотел развиваться в этом направлении. Вот. А родители были против, потому что были музыкантами, не верили, что это простой путь. Так. В общем-то, он и непростой Так. на самом деле. Вот. Ну, там был какой-то кусок медицины, который ничем не закончился. И... В общем, а дальше рок-музыка. Вот. Бухло, наркотики, секс. Я понял. Я помню, ты играл в какой-то мажорной группе. Первая игру, я не знаю, мажорная. Это певец Найк Борзов есть такой. Вот это, в принципе, первое, что профессионально я стал делать. То есть ты- Музыкально, это вот играть с ним. В общем-то, я с ним с самого начала, лет 10. Как тебя тоже занесло во Вьетнам? Во Вьетнам меня занесло вообще очень случайно. Конечно, мы хотели на самом деле остаться в Таиланде, где мы были на тот момент с детьми и женой. Так. Вот, но тайцы нам просто не дали визу. Сказали, что ребята, Хватит. вам хватит. Ну и мы выбрали точку, где наиболее вероятно мы сможем из всех мест, где мы можем получить эту визу тайскую, где вероятность этого больше. И, в общем, ткнули на карте в Ничанг и приехали туда и поняли, что хотим остаться, потому что гораздо все и бюджетнее, и не хуже в плане каких-то красот, погоды. Погода даже как-то приятней. Ну, условия. Да, в общем, все нас устроило, и мы остались. Вот, работать я не собирался. Вот. Я работаю дома и работаю с музыкой как бы удаленно. Вот, но жена захотела, чтобы я выходил из дома периодически, Ага. двигался вот, в каких-то направлениях. И поэтому... И поэтому, Всё в так общем-то, произошло. произошло, что да. Вот, я последовал за ней. И мы приехали к Паше и поняли, что действительно имело смысл Выйти из дома, выйти, да? да, закрыть компьютер. Ну, я понял. Вот. Круто. И так получился Паксман, да? Так, следующий вопросик тогда. А почему Паксман? А почему именно Паксман, да? То есть вот у вас же пишется Паксмен еще, да? Да, То есть да. это несколько мужиков, так назовем, да? Ну да. Ну, двое, потому что как бы у нас в проекте и есть такая любовь к 8-битному звуку. И Паксман это такое, как бы... Паксман это
отсылка к старым компьютерным играм с Atari, но точнее к их атмосфере аркады. Вот той самой аркады, которая была тогда. Пиксели, вот этот звук, магия вот этих вот как бы скрежетов. И я забыл в моменте, когда рассказывал, что на меня повлияло еще. У меня был такой целый этап, когда я добавлял в свои сеты еще в 90-е годы звуки от Спектрума. Что это? Ну, Спектрум — это такой компьютер, который грузился с кассеты и делал так. Там такой очень странная загрузка такая была. Типа как модем? Да, она мне казалась музыкальной. То есть я, вот именно это первое, что я стал внедрять вообще когда-то. Ну и, в общем, идеи Илюхи озвучил, вроде как понравилось двоим, и дальше стали развивать эту тему. То есть в Paxman применяются звуки с 8-битной какой-то темы, ну, в общем, которая также звучит. То есть вам нравится вот именно вот такой вот Digital noise вообще в целом. Digital noise, да, и нравится атмосфера вот этой вот аркады, потому что в то время, когда компьютеры только развивались, а Atari — это мать приставок вообще всех, и там была особая магия, даже старые рекламы, которые там толкали людям, чтобы это все появилось. Ну и это интересно. А каверзный вопрос. А у вас были Atari у кого-нибудь? У меня Да, не было. у меня есть Atari 80-го года. У меня тоже валяется до сих пор где-то. Не, у вас было в то время или сейчас В просто то время. засорились? У меня в то время, ну, где-то лет в 12 папа принес. Я играл в игры Atari на Спектруме, а реальная Atari у меня появилась где-то году, наверное, в 11-м, когда я открывал как раз свой клуб. Ага. И вот в Опиум я поставил свою приставку. Опиум — это название клуба, Это да? название клуба, да. И как бы там можно было в нее поиграть, реально. То есть ваша музыка имеет вот идею пиксельной аркады, да? А имеет ли ваша музыка какую-нибудь базу под собой? То есть, например, хаус, техно, или как это должно выглядеть по итогу, да? Может быть, это пиксельная аркада с элементами пиксельной аркады, но в основе стоит какой-то там танцевальный стиль или не танцевальный. То есть, есть ли что-то такое? Мне кажется, это будет просто музыка. То есть есть музыка по поводу основы. Это на данный момент это хаус основа. Так, Да. Конечно, танцевальная. Конечно, танцевальная музыка. ну, наверное, танцевальный. Мы любим танцевать. А просто под звуки 8-битных нойзовых всяких приколов не потанцуешь особо. Ага. Нет, можно, конечно, в определенном состоянии можно подо все потанцевать, в принципе. Хочется, чтобы это было как-то воспринято людьми. Более Очень хочется более. угорать там. Душа просится в пляс, я Да. понял. Ну, а какие-то есть там любимые стили, вот, предпочтения именно в стилистическом отношении к музыке? Или вот вы еще каждый играете, ну, по отдельности, да? То есть вы являетесь диджеями еще и отдельно, правильно? То есть ты как Дага, ты как... Помоги мне. Ну, там по-разному бывает. По-разному, в зависимости от настроения. Да, и вот что вы играете, какую музыку вы играете? Хаус и техно. Хаус и техно. Да. И все его проявления. Да, в зависимости от задачи и того, как и где надо поугарать, потому что техно — это одна фигня, где можно применить там многоканальность, эрудированность, допустим, гибридный диджеинг. На хаусе можно просто, например, на бейс-хаусе просто поугарать, получить вот этот вот драйв, когда куча людей как одно целое там скачет. И везде есть свои приколы и атмосфера, то есть энергетика, потому как, ну, я прошел большой путь в дискотеках, скажем так, и каждая дискотека была по-своему хороша, будь то брейкс или драм-н-бейс, и отпечаток она оставила на мое восприятие того, что происходит в клубе. Ну и в разное время суток. Я вот микрохаус, например, люблю. Если Что это такое микрохаус? день Я не или слышал. утро, такой стиль. Это такой deep tech house, только более, что ли, психоделический, эмбиентный какой-то такой. И не такой быстрый, что ли. Ну, это рекомендую послушать. В общем, интересная штука, мне нравится. Понял, слухану. Так, а есть ли у вас какие-то, ну, типа, вот, топ-1 или топ-3, похеру, что-нибудь такое топовое, которое... какие-нибудь топовые продюсеры в танцевальной музыке или, может быть, вне танцевальной? То есть, ну, на данный момент.
которые сейчас популярны или просто вообще нам нравятся? Не популярны, а вот которые вам нравятся, да, именно ваш личный топ-1, топ-3, как хотите. Насколько есть музыкантов? Я люблю Мартин Бютрих. Вот есть такой немец. Очень люблю его слушать. И с ним как-то очень гармонично. Что касается тейч-хауса, очень как-то я с ним чувствую, что мы об одном с ним. А ты по... Мне нравится Виталик, нравится Газ-Газ, и как бы это ни банально, во мне такая, как бы не то что дурь, но есть энергетика Propeller Heads, вот те времена. То есть вот тот звук и то безумие, когда люди создавали что-то там на уровне тоже Prodigy, твое творчество раннее, которое было. Ранее, из раннего, да? Да, из раннего, которое, ну, оно крутое. То Ну есть- да. Классик. Ну я помню, да, летом 73-го было пару хитов у меня. Это из того раннего. Я понял, да, но вот ты придерживаешься как бы именно такого, ну, не старого звучания, а тебе вот нравятся какие-то были кумиры в прошлом, Задор. да, и сейчас они все равно нравятся. Да, они делали задор, то есть они как бы заставляли тебя реагировать. Ну, как, например, мне не нравится идеальная синхронизация в музыке. Мне нравится, когда... А что такое идеальная синхронизация? Ну, когда есть диджеи, сейчас они делают, чтобы все было идеально ровно. Типа четко по сетке. То есть 16 квадратов, 16 Да, квадратов, 16, 16, никаких смещений, никаких там интересных моментов. То есть, ну, мне нравится эффект концерта и безумия. Как у Prodigy, как там Limp Bizkit, например, тоже очень нравится группа прям. Тебе нравится больше именно концертный подход, да? Концертный, драйвовый, групп да, от- да. Мгм. То есть группы какие-то, да? То Да, есть, ну, именно, я понял, не диджейская больше такая, да, штука? Да, скажем, подход как группа, но с электроникой. Но вот Linkin Park, Limp Bizkit, они применяют там диджеев в своих сетах, например. Это тоже прикольно. Scratch культура, которая тоже внедрила там в мое творчество очень много всего. И это тоже такой некий лайф и нойз, который позволяет, ну, самовыразить себя, что ли. То есть, ну, как бы, а не просто там квадратично двигаться там под какой-то один и тот же ритм. Ну, вообще полезно разную музыку слушать, она под разное настроение. И, кстати, на творчестве отражается положительно вот этот замес. И, То есть, чем больше стилей ты слушаешь, Да. чем больше, чем шире твое музыкальное Да, восприятие, кругозор, тем, конечно, тем, да, тем расширяет. шире твое как бы мышление, я даже так скажу. И не мышление. только музыкальное, мне кажется. Да, но тебе подсознание подсказывает разные варианты. Чем больше ты их накопишь себе, я так всегда своим ученикам говорю, что чем больше вы слушаете музла разного вообще, джаза, классики, там, неважно, рока, там, электроники, вы накапливаете некий банк музыки, который у вас заполняется, а подсознание потом в желании создать что-то свое опирается вот на этот самый банк и помогает вам создавать более гармонично, индивидуально. Ну, то есть то, что реально, ну, скажем, либо было и это не повторить, либо вобрать сочетание звуков в качестве, а не просто в каких-то непонятных... В количестве. Ну, в количестве или там лишь бы выкинуть что-то. То есть вот как бы у многих сейчас это есть. Типа я музыкант, все такой бах, выброс. Да, и что молодые музыканты знают уже, что делать, именно потому, что ну, как бы обществом навязано, да, ну не навязано, а как бы показано, то, что типа вот делай вот EDM сейчас и рулит, да, они видят это все вокруг и начинают делать EDM, и они уже знают, да, здесь 16 квадратов поставил, дальше 16 квадратов будут вот такими и так далее, то есть у них уже четкий план, ну, может быть, он касается заработка денег, да, то есть именно как бы давай-ка заработаем на этом, да, то есть я стал музыкантом, чтобы заработать, и пропадает некая такая, ну, такая штука, что музыка прет из тебя, из души, как бы, да, с душой, да. Ну То да, есть, да. И получается музыка, ну, такая немного мертвоватая, да, и у нас же есть много разной музыки, которая, одна кажется, что она с душой, а другая кажется бездушная совсем. То есть, Ну, да, это как-то уже в не этом похоже на прикол. творчество, это какой-то конвейер по сборке каких-то, как копировальный центр. Ну, люди Зачастую. посмотрели рекламу, потом посмотрели туториал, Да-да-да. сделали квадрат, релиз гиг.
разовый, в лучшем случае. Ну а да. так они вообще выкидывают просто куча высера, который захламляет, и другим людям сложно находить, потому что все типа одинаковое, и делают треки как бы на день или на неделю, потому что потом они уже не интересны. Так вот, из этого следует следующий вопрос. Вот, ну, опять же, по моему мнению, у каждого трека, у каждой группы, у каждого там альбома, у каждой какой-то музыкальной единицы должен присутствовать некий месседж, да, который что-то говорит, да, и что-то доводит до слушателя, да? То есть любая музыка, будет это танцевальная или там не танцевальная, она должна иметь какой-то месседж. Это, опять же, по моему мнению. Так вот, какой у вас месседж? Это трудный вопрос, потому что с этого вопроса все как раз у меня началось. Когда-то давно у меня спросили такое интервью, в интервью спросили, какой мой месседж, и я немного так, не сразу ответил на этот вопрос, вот. Поэтому... Вопрос с подвохом такой. Он не с подвохом, он на самом деле такой глубоковатый. Глубоковатый. Это вообще все просто, банально. Когда эта идея пришла в голову, есть такая штука, то, о чем мы говорили, замороченность людей на каком-то простом результате. Типа они хотят быстро продвинуться в карьеру. Стать знаменитыми, там, попасть на обложки, играть в модных местах. То есть они хотят какой-то крутости. А по факту пытаются усложнять свой творческий процесс звуковыми картами, синтезаторами, там, много всего, да. И это касается не только музыки, а можно любую индустрию взять, ту же игровую индустрию, потому что мы сказали, что мы там про Atari, там, или вот эта атмосфера вот этой аркады. Так вот, атмосфера аркады, она максимально простая. Можно просто наслаждаться игрой. Без заморочек куда-то подключиться, там, в iCloud, там, что-то скачать, куда-то купить, какие-то движения делать. Ты просто нажимаешь кнопку «Включить», берешь в руки джойстик и играешь. Так. И вот месседж Паксмана — это не напрягаться. И среди простых звуков надо нажать кнопку и просто радоваться атмосфере и энергетике. То есть самый простой посыл, чтобы люди не заморачивались на каких-то наворотах там железа, каких-то наворотах условий, что им нужно, что им нужно для того, чтобы типа там классно провести время. То есть люди слишком стали заморачиваться, рынок им предлагает слишком много всего, и они хотят себе купить все, думая, что это им поможет. А нужно просто веселиться. И Хочется передать позитивный месседж. Да, позитивная мысль. Хочется, чтобы после прослушивания музыки или посещения наших каких-то живых выступлений человек получал позитивный заряд, после которого хотелось бы жить дальше и что-то делать. И, знаешь, вот такая подпитка бывает. Сходишь, вот посмотришь на музыканта, и хочется что-то сделать. И что-то не делать. Что-то сделать подобное. Или, то есть тебя подпитывает музыкант. То есть, грубо говоря, вдохновение, да? Чтобы люди на танцполе ловили какое-то вдохновение, да. То есть отвлекались от всякой, возможно... От вот этих серых будней, да, например. Чтобы люди отдыхали. И в тот же самый момент они вдохновлялись на какие-то свои дела, да? Да. То есть, грубо говоря, это опять же мое старое мнение, то есть музыка должна работать, да, музыка должна что-то давать, да, то есть музыка должна давать не просто там какую-то, да, секундную какую-то там мимолетную тему, да, а чтобы хотелось к ней вернуться, чтобы оставался какой-то позитивный отпечаток, да, или как? Да, тут смотри, давай вспомним старые клипы, тех же там Prodigy, Propeller Heads, Chemical Brothers, там любые вообще, Мистер Уазо. Они делали какую-то простую идею, там медвежонок с сосиской, там, не знаю, там Бенни Бенаси можно вспомнить, да. Была какая-то простая идея и простая музыка. И и тебя появлялось ощущение легкости. Ты смотришь видео музыкальное, слышишь этот музон, и тебе прикольно. То есть тебе эта музыка запоминается, ты хочешь ее слышать везде, она крутится в голове на репите постоянно. И у тебя есть вот это какой-то посыл через какую-то, идею фановую, которую, тебе дал артист. Вот сейчас есть этот конвейер, который не дает эти идеи. То есть и идея Паксман — это аркада, которая дает просто играй, нажимай кнопку, все, тебе больше ничего не надо. Получай фан. Да, получай фан. Да, потому что очень много смури. А я считаю, что задача вообще любого артиста — это все-таки
развлекать и дарить позитивные Позитив, эмоции, да. а не грузить как бы человека своими какими-то тараканами и прочим. Ну, Окей. как многие заморачиваются, там проводки. Да, там, очень много себе там мрачника, в я не пульте знаю, там. откуда это. Вот этого Во всех маргинального, да? стилях. Да, типа все как из Ну, это из может быть города. от ума. Хочется, знаешь, как-то, видимо, когда хочешь проявить себя, хочется что-то сумничать иногда, да? Знаешь, как эти Вот как я, наверное, сейчас. люди из Зиона, Матрицы, все стали такими, типа вот эта одежда одинаковая, там такие, типа все замороченные, там, ну там в техно там или еще в чем-то такие. Ну, как бы они... Типа как в андеграунде, в Зионе где-то живут, все Да. одинаково одеты. Где-то там какой-то мир что-то пытается захватить, там все там вирусы, там агенты Смита, там что-то там. А они там такие в андеграунде все копаются с проводками, там их никто не понимает. Ну, Ну, это... матрица непонятная, конечно, параллель, потому что они же там живут, у них типа нету выхода. То есть им Вот, приходится жить. у них нет выхода. Похожая ситуация. Но они считают, что они правы, понимаешь? Ну да. Так это к кому больше? К нам или к вам, или к кому? Нет, это больше относится к людям, которые не хотят выйти наверх. То есть они не пытаются в музыке принести то, что будет реально полезно. Они как бы пытаются свои тараканы, ну, как бы превознести над реально простой жизнью, которая есть просто. Мы живем, едим, спим, трахаемся, мы добиваемся целей, и другим людям должно быть хорошо. То есть, ну, они не заморочены. Ну, это как бы то, о чем Илюха и сказал. То есть, в общем, в целом, стремление к простоте. Да. К простому получению или как это, дарению фана. Да, но с идеей. То есть каждый трек должен рассказывать какую-то микроисторию. То есть, ну, чтобы это было интересно. Как и в фитнесе тоже, например, там есть... В фитнесе, в нашем треке. Да, в нашем треке совместном есть очень четкая идея, что люди там помешались на здоровом образе жизни, фитнес Да, такой, да. все такие, а по факту ходят самолюбоваться. Для того, чтобы их кто-то там потом подснял. Показывать или себя еще, да, тоже. Очень, да, очень много людей, я заметил, ходит в фитнес именно поэтому. Показывать себя. Или посмотреть на жопы. Как бы, ну, то есть... Ну да. Ну, в общем, мы в нашем мини-видеоклипе это и сделали. Да. Гера, привет. У тебя будет трудный вопрос вообще. Как вы видите будущее у Паксмана? Вот будущее проекта Паксман. В ближайшее время доносить через музыку свою идею, там, выступать на людях для того, чтобы они поняли эту идею, развивать проект с точки зрения визуализации, потому что это тоже интересно, и в итоге выйти на мировой рынок, на котором и интересно находиться, в принципе. То есть, ну, вообще, эта идея достаточно крутая. Хотелось бы, чтобы о ней узнало максимальное количество людей. То есть, все. Круто. То есть, ну, как бы, ничего, кроме World Domination. Да? Абсолютно вообще. Global Control. Global Control. Начнем с малого, закончим как придется. Или как? Нет, мы закончим нормально, как все нормальные музыканты. Закончим как бы свой уже путь, когда уже кто-то там, ну, куда мы там, вниз или вверх попадем. Так, а зачем вообще заканчивать? Нет, ну, потому что мы, когда закончим, именно как люди, да, Не, утвердимся именно, да, да. утвердимся, останется музон. Как бы, а пока мы живы, мы будем заниматься этим музоном. То есть у нас как бы заканчивать не собирается сам процесс. Все, понял. Ну, достойный ответ, хороший ответ, да. Ну, на самом деле, да, планы всех так или иначе немного схожи, да, потому что World Domination, развитие, мне кажется, главное это развитие, да. Да. То есть именно как бы развивать проект, вы развиваете свой, я развиваю свой, там все остальные развивают свои проекты. Ну, круто, что? Мы уже почти приехали на точку, я вас детексовал. В общем, с вами был Прокси и... Нет. В общем, с вами был так себе влогер Прокси и Паксман. Так себе, Но ребята. зато нормальный таксист, кстати. Ну да, как бы мое второе я, как обычно. Вот, если вам куда-то надо там, Ну, сейчас прям. детексовать, да, сейчас прямо по городу 70 рублей тариф, в общем. Ну, не по городу, а километр 70 рублей у меня стоит, поэтому, Договоримся. ну, договоримся.